Здравствуйте, друзья, подписчики и гости канала «Жизнь на нашей земле». У каналов, на которые я подписан, одновременно вышли ролики о ремонте и апгрейде. И вышли они как раз в то время, когда я вскрыл системник, чтобы покопаться в его потрохах. Ох, давно я этого не делал. Проблемка небольшая возникла здесь, надо сейчас будет как-то выеживаться из этого всего. Тема техногенного весеннего обострения не обошла и меня стороной. А решение замены термопасты на процессоре и видеокарте, установка модуля оперативной памяти, купленной еще на распродаже 11.11, привело к тому, что я решил рассказать о своем опыте деревенского айтишника. Что-то он там про дистрибутив он спрашивал. Вот. Дать обзор разборки 2-гиговой карты Radeon 6930. На YouTube 0 по этому вопросу, и я делал все на свой страх и риск. Вдруг кому-то пригодится. И практический урок замены АЗУ и ремонта материнки. А также данное видео содержит другие советы и лайфхаки, например, как восстановить процессоры AMD с отломившимися контактами и какие не покупать термоусадки. Итак, начинаем! Очищено, все промыто. Сейчас капельки высохнут и поставим на место. Один компьютерщик на деревне. Да. Если у вас после замены оперативки при включении компьютер не загружается, а выдает повторяющиеся звуковые сигналы, то это означает, что материнка не видит АЗУ. Придется делать осмотр на целостность платы и слотов. Замена оперативки происходит с довольно ощутимым нажимом, поэтому, несмотря на кажущуюся простоту манипуляций, замену следует производить с вытащенной из системного блока материнской платой. Скорее всего, даже видно этот обрыв. Сейчас я еще другой программкой увеличу. А так как слоты модуля АЗУ встречаются вблизи центрального процессора, то вероятны также сдвиг и потеря контакта у ЦПУ. А когда речь идет о высокопрофильных АЗУ, то без демонтажа процессора и вовсе не обойтись. Поэтому готовьтесь иметь под рукой термопасту. Все равно доставать мамку и отключать проц. С того же ноября у меня лежала Arctic MX4, остатки от замены на ноуте друга. Идет, секундочки, показывает? Да. Контактики залудили. Вообще-то, конечно, перемычку здесь надо делать. Я попробую так. Пока только припомню. Накрутив на 80-ваттный паяльник медного провода сечением 1,5 мм, получаем вот такой лайфхак. У меня есть перемычка как раз. Еще, наверное, с советских времен. Сейчас мы сделаем перемычку. Поставим просто. Брал такие термоусадки. Форза. Форза. 40 рублей стоит, но абсолютно нерабочие. То есть вот уже начинает гореть. Утягивает, ну насколько там, даже на 50% не утягивает, да. И вот из китайской какой-то игрушки утягивается шикарно. В ноль практически. В общем, вот форзу не покупайте. Лучше слушать Дарзу, чем покупать форзу. Группа Дорс. Про свой опыт заработка по-быстрому. На заре переезда в этот поселок я сунулся в пару бюджетных контор и предложил свои услуги по оформлению и компам. В общем, без тендера они не имеют права, а тендеры все у кого надо. Один раз молочница принесла ноутбук установить ось и проинсталлировать. Денег я с нее брать не хотел, так она принесла нам домашних закруток. Причем сделал я за один раз, а она носила несколько. В итоге я сказал, что больше на порог с салатиками я ее не пущу. Эффект возымел действие. Ополовинить пришлось мне эту перемычку, потому что она очень длинная. Эх, термоусадочка. Давай, милая, давай, родная. Все. Готово. Ты эту термоусадку как бананку бросишь. Ну, точно. Другой раз принесли ноут с умершим жестким диском. Ремонт обошелся бы в 1500. Замена деталей. Причем на эти деньги можно было расширить память до максимальных 4 гигов. Но то ли у людей денег нет, то ли что.
Ну, провалялся этот ноут у меня полгода. Вот такие дела. В общем, я так поглядел на жизнь в деревне и пришел к такому парадоксу выстроенной системы. Кто много работает, у того много долгов. Ну вот, в общем-то, и все. Вот такая получилась у нас перемычка. Прошу прощения за рывки камеры. Это Иван сотрясает штатив. Ах, привычка, вторая натура. Второй половинкой перемычки отремонтировал переносную лампочку, с которой он играл с таким восторгом в орбиту вокруг Земли. С наступающим днем космонавтики от Ивана. Мне нужно видеть от романа разбойников. Это я. У нас отметки коза полетит. Что ж вы, У нас отметки коза полетит. С тех пор, как умер оттуда мой муж, Коза полетит. был человек. Летит отметки коза полетит. Горит все отметки коза полетит. Все горит. Все горит, все горит. С меня Все горит, все горит. то можете считать себя Это карта Power Color. Как она разбирается? Чтобы не занимать много времени, вкратце. Откручиваем 4 винтика вот с пружинками. Под ними будут такие вот шайбочки полиэтиленовые. И, в общем-то, все. Вскрываем. Ну, здесь вот есть у нас разъемчик. Я даже его не снимал, потому что что-то он такой крепко очень держит. Я боюсь, как бы там пятак не свернуть. Вот 4 винтика откручиваем вот отсюда. Снимаем радиатор. Все, я уже, в общем-то, пропылесосил. Не стал весь валенок показывать, чтобы ужаса не нагнетать. Да, и что мы имеем? Ну, это я сейчас еще сам радиатор, я его промою. Вот эти части. На просвет он, все, он уже без пыли, я его пропылесосил. И термопаста. Термопаста с июня, как я ее купил, июнь 2012 года. Вот термопаста не менялась. 5 июня была куплена эта карта 2012 года. Единственное, что вот этот Power Color 6930, вот здесь есть двухсторонний скотч. То есть, на самом деле, вот эти, когда я все показал, болты вот эти вот откручиваешь, то она вот прижимает, приклеена к вот этим вот микросхемкам и, ну, соответственно, термопасту. Я сначала боялся, а потом она раз и резко отошла. Но держится вот этот радиатор именно на 4 вот этих вот, винтиках с пружинками. Больше ничего не откручивал я. Термопаста, вот она вся. Ее надо уже просто убирать. Был у меня такой случай. Когда устанавливал кулер Icehammer, на весу отлеплял от старого радиатора PJ Proc на сокете AM3. И он упал у меня, выскочил, ну и погнул штырь контакта. Не знаю, с чего они сделаны, но они хрупкие. И при выпрямлении он так благополучно отвалился. Фейспалм, что делать? Набрал друга, объяснил Ситуевину. Он подключился к коллективному разуму, и тот выдал решение. Берем медный проводок с сечением под штырь контакта, откусываем такой высоты, чтобы была чуть выше ножки, и помещаем в сокет гнезда материнки. Вставляем на место проц, защелкиваем. Профит, арбейтен, как ни в чем не бывало. Закручиваем 4 винта. И все, и это ставим на место. Все, карта у нас стала на место. Тут расставляем шайбочки. Они даже не пластиковые, они силиконовые. Прижимать не надо к термопасте. Там
вот этими винтиками. Оно и так все прижмется, сколько надо. Ну, в общем, процесс понятен, да? Вот, после того, как валенок достал, все это очень легкий ход. Так, сколько у меня где-то? 550, по-моему, да? Да. С учетом того, что все это собиралось 10 лет назад, в 2010 году, сейчас буду устанавливать материнку, видяху. И запускать, смотреть оперативка, как у нас пойдет. Так как я сбрасывал BIOS, сейчас надо выставить время, дату и, возможно, еще что-то, какие-то характеристики. Вот, показывает, что память стала, но не запускается, в общем. Не хотелось бы переустанавливать винду, у меня еще с собой нету. Неужели придется старые планки пока вставлять, готовить флешку загрузочную и только потом уже делать, устанавливать винду заново. Все, кино не будет. Электричество кончилось. В общем, все работает. Даже не пришлось ничего там менять. В смысле, Windows не загружал. Оказывается, просто порты местами поменял от жесткого диска. Местами вот эти шлейфы. И у меня Western Digital, у меня здесь 3 жестких диска. И черный Western Digital, терабайтник, на нем стояла операционка, а он стоял у меня не главным. Я его поставил в приоритет первым. И все, сейчас работает. Буду закрывать, устанавливать на место. Мой компьютер как новенький, с новой термопастой на процессоре и на видяхе, просто летает. Планка 4-гиговая стоит. Поставить можно еще. Довести до 16. Вот отключился у меня автоматически там энергосберегающая утилита. Сейчас еще попробую нажать мемок. Память стала как родная, чуть-чуть, наверное, какую-нибудь утилитку посмотрю, какой у нее разгон. До этого 2 планки по 2 гига 1333 стояли гигагерцовые. Все, собираю, ставлю на место. Будем работать дальше для вас.